Добрый день! Сегодня на нашем видеоуроке мы продолжаем исследование и укрепление мышц тазового дна, а также включение в эту работу прямой мышцы живота. Надеюсь, что за то время, которое вы занимались, вы смогли ощутить больше свои мышцы тазового дна и включать их без дополнительного напряжения других мышц. Для начала ложимся на спину. Сгибаем ноги в коленях, пятки под ягодицы. И выполним несколько движений: вдох, прогиб, выдох, прижатие, чтобы почувствовать работу прямых мышц живота и разгибателей спины, их согласовать. Заканчиваем это движение. И сейчас положим наши руки на уровне подвздошных костей, чтобы следить за положением таза. У нас добавляется работа прямых мышц живота. Для начала движения мы должны прижать поясницу к полу. Особенно это важно для тех, кто испытывает боли в пояснице. Это ваша техника безопасности. Затем втянуть внутрь мышцы тазового дна, сократить их. И направить чуть-чуть нижнюю часть живота в сторону крестца. То есть мы как бы закрываем тазовое дно, не давая ей возможность ему двигаться. И удерживаем это сокращение. И теперь медленно, не спеша, сгибаем правую ногу в колене, выпрямляя, разворачиваем колено наружу, следим, чтобы таз никуда не покатился, сгибаем ногу, опускаем вниз, полностью расслабляем все мышцы. Еще разочек, прижать мышцы поясницы, втянуть мышцы тазового дна и направить низ живота в сторону крестца, согнуть правую ногу, разогнуть и развернуть колено наружу, согнуть и плавно опустить вниз. И только после этого расслабить все мышцы. Выполним два движения для левой ноги. Прижали поясницы, втянули мышцы тазового дна, низ живота максимально направили в сторону пола. Согнули левую ногу в колене, развернули колено наружу, согнули колено и поставили мягко стопу вниз. Если, разворачивая бедро, ваш таз начинает катиться, вы можете первое время делать короткое движение, лишь бы таз остался стабильным. Еще разочек прижали поясницу, втянули мышцы тазового дна, низ живота направили к полу. Согнули левое колено, выпрямили ногу, согнули, поставили подошву вниз и расслабились. И теперь мы выполним упражнение, где будут включены приводящие группы мышц. Стопы ставим вместе, колени собираем вместе. Прижали поясницу, втянули мышцы тазового дна, низ живота к полу. Медленно, не спеша, разводим два колена в сторону, ощущая, как у нас расслабляется приводящая группа, но при этом мы удерживаем поясницу, тазовое дно и низ живота напряженными. И плавно собираем вместе. Не торопитесь. Когда вы двигаетесь плавно и движение медленное, вы, значит, хорошо управляете движением. И расслабились. Отпустили напряжение. Еще раз поясница, тазовое дно, низ живота. Разводим колени в стороны. Ощущаем, что тазовое дно растягивается, но мы его удерживаем. Максимально ощущаем это напряжение. И мягко подтягиваем колени внутрь. Убедитесь, что вы не задерживаете дыхание, не сжимаете челюсти, расслабились. И выполним по два движения отведения каждой ноги в сторону. Прижать поясницу, втянуть мышцы тазового дна и низ живота к полу. Медленно, не спеша уводим правое колено не глубоко, так, чтобы таз не укатился вправо, а ваша левая нога не двигалась. И расслабиться. Еще раз. Поясница, тазовое дно, низ живота. Медленно уводим колено в сторону и плавно возвращаем его обратно. Отпустить напряжение. Выполним два движения левой ногой. Поясница, втянуть мышцы тазового дна, низ живота. Медленно уводим левое колено. Следите, чтобы правое не двигалось, таз не перекатывался, не двигался. И мягко возвращаем обратно. Отпустить. Еще раз поясница, тазовое дно, низ живота. Медленно, не спеша уводим в сторону. И плавно возвращаем обратно. И отпустить это напряжение. Ставим ноги на ширине плеч и попробуем в это движение включить подвздошно-поясничную мышцу. Прижали поясницу,
Втянули мышцы тазового дна и низ живота направили в пол. Разогнули правую ногу и повернули максимально стопу от бедра. То есть движение не стопой, а бедром наружу. И делаем небольшое движение. Мы делаем движение, нога уходит вправо и мягко возвращается чуть-чуть вверх. То есть мы рисуем маленькие кружочки. Тазовое дно включено, низ живота включен. Таз не перекатывается, медленно. Постарайтесь вначале делать очень маленькие движения. И согнув ногу в колени, отпускаем вниз, полностью расслабились. Еще один раз. Прижали поясницу, втянули мышцы тазового дна, низ живота к полу и левую ногу выпрямляем, разворачиваем именно бедро наружу. И выполняем маленькие круговые движения влево, так, чтобы наше правое бедро не уходило и не брало на себя на работу стабилизатором. То есть, чтобы таз удерживался именно нижней частью живота, поясница была расслаблена. И еще один раз. И сгибаем ноги в коленях, ставим их, стопу левую ногу на пол ставим. Небольшая пауза. И теперь мы включим прямую мышцу живота, которая крепится от мечевидного отростка до лобкового симфиза. Нам нужно, она проходит вдоль, это две мышцы, то есть две мышцы. Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы, включив эту мышцу, смогли удержать мышцы тазового дна. Переплетаем пальцы рук, кладем их под затылок. Прижимаем поясницу к полу, втягиваем мышцы тазового дна и медленно, не спеша, разводим лопатки в стороны, мягко приподнимаемся так, чтобы лопатки соприкасались с полом. И в этом положении мы начинаем сокращаем мышцы тазового дна еще больше и полностью их расслабьте. Еще раз сократите, полностью отпустите. Сократить мышцы тазового дна, чувствуем, как низ живота опускается к полу, отпустить. Сократить и держим 5 секунд, 4, 3, 2, 1. Собираем лопатки мягко, позвонок за позвонком, опускаемся вниз. И расслабиться. И теперь мы немножечко понаблюдаем, как мы можем использовать мышцы тазового дна дополнительно в дыхании. Мы мягко вдыхаем в нижнюю часть живота, чувствуем, как тазовое дно раскрылось. И мы добавляем еще одно действие. Мы подтягиваем мышцы тазового дна и в самом конце выдоха мы подтягиваем, напрягаем прямую мышцу живота, как будто мы начинаем движение от мышц лобкового симфиза. И опять вдох, нижняя часть живота, вдох. Руки приподнимаются слегка вверх. На выдохе втягиваем мышцы тазового дна и подтягиваем нижнюю часть живота. На самом деле включается вся мышца, но мы пробуем, как будто мы снизу начинаем движение. Еще один раз вдох. Чувствуем, что тазовое дно расслабилось. На выдохе сначала тазовое дно, и только после этого нижняя часть живота подтягивается вниз. Пробуем вдохнуть в правую часть живота так, чтобы правая часть рука приподнялась чуть больше. Вдох. И на выдохе мы подтягиваем правую часть диафрагмы и сжимаем ощущениями правую часть мышцы, правую мышцу прямую, ощущая, как рука справа опускается чуть-чуть ниже, чем слева. Еще раз вдох в правую часть. Почувствовали, как тазовое дно справа расширилось больше. На выдохе подтягиваем тазовое дно и начинаем сокращать правую мышцу. Медленно, ощущая, как рука ползет вниз. Теперь пробуем сделать движение влево. Влево вдыхаем, чувствуем, как приподнимается левая слегка. И на выдохе подтягиваем сначала тазовое дно слева. И мы включаем как бы левую часть живота. У нас включается, больше сокращается мышцы слева, особенно вот в этой области. И отпускаем. Еще раз. Вдох, расслабить тазовое дно, почувствовать, что слева оно расслабилось больше. На выдохе подтягиваем больше слева мышцы тазового дна и включаем нижнюю часть живота слева. И заканчиваем движение, вдыхая в нижнюю часть совместно, чувствуя, что движение идет теперь не на расширение, только вверх, а глубоко в тазовое дно. То есть нету
раздувание живота, а само дыхание идет точно вниз, то есть не стравливается дыхание на уровне пупка. И на выдохе подтягиваем мышцы тазового дна и чуть-чуть направляем нижнюю часть живота, как бы усиливая подъем внутренних органов слегка вверх. И последний раз вдох, выдох, подтягиваем тазовое дно и подключаем прямую мышцу живота. Заканчиваем движение, выпрямляем ноги, небольшая пауза. Почувствуйте, что изменилось соприкосновение, возможно, тела. И поворачиваясь на бок, садимся. Как только вы сможете удерживать мышцы тазового дна и прямую мышцу достаточно длительное время, вы можете выполнять весь этот комплекс без быстрых фаз расслабления, которые мы выполняли после каждого подъема ноги или движения. То есть вы можете выполнять его, сократили мышцы и выполнили, например, 2-3 повтора. Не имеет смысла делать много повторов, потому что мы учимся работать на ощущение, на развитие проприорецепции и управление мышцами, что приносит гораздо больший эффект, чем большое количество повторов. На следующем видеоуроке мы попробуем разобраться с тем, как сделать мышцы живота плоскими, сильными и работающими очень качественно. Успехов!